Всем доброго утра. Перед вами фортуна, разноцветные свечи, монеты, украшения, вода, купюры разного, скажем так, достоинства, да? Номинал $1. И все это нам нужно для того, чтобы открыть с вами денежный поток. Вы знаете, дорогие друзья, недавно мне один умный человек написал: у вас столько подарков, вам столько дарят, за что вам дарят столько? Был такой вопрос. Я под ним не ответила, во-первых, потому что у меня нет времени каждому отвечать. Хотя я все читаю, все замечаю. Вот отвечаю сегодня. За что мне дарят? Вот я вам показываю. Сейчас 5 утра. Вы, вопрошающие, и все остальные, мирно дрыхнут и видят 20-й сон. А я для вас снимаю и показываю ритуал, для того, чтобы вы не платили всяким аферюгам, обещающим вам чудеса, а сами попробовали попросить у сил и получить. Я работаю для вас. Вот за это мне и дарят подарки, уважаемые люди. Те, которые еще не поняли, за что мне все это. Итак, денежный поток, открою денежный поток, открываю денежные потоки и прочее, прочее. Постоянно мы об этом с вами слышим, о денежных потоках. И о том, как его надо открывать. Давайте-ка с вами сейчас поговорим об этом потоке и вообще, что это такое, что из себя представляет. Дорогие друзья, помощь ведьмы в вашей жизни состоит в том, чтобы убрать препятствия, которые вам мешали раньше, то есть до этого осуществить свои планы. Вот если у вас раньше не получалось осуществление планов, сейчас у вас получится, потому что все эти препятствия убраны. Но для того, чтобы у вас были эти перемены в жизни, вы должны что-то делать. То есть просто сидеть и ждать манну небесную не стоит. Второй момент. Иногда меня спрашивают: вот я пенсионерка, ничем не занимаюсь, ничего не делаю. Вот я хочу сделать ваши ритуалы денежные, они мне помогут или нет? Я им говорю: если вы ничего не делаете, значит, у вас нет источника, откуда бы эти деньги начали идти. Понимаете? Вы не создаете этот источник. Вы должны для начала создать источник, а потом попросить, чтобы этот источник вам дал доход, чтобы он усилился для вас. Если вы не хотите никакой источник создавать, то есть не прилагаете усилий, не отдаете Вселенному какую-то часть своей энергии и силы, то Вселенная вам ничего не отдаст. Как бы вы там ни делали день и ночь какие-то ритуалы. Может быть, там родные, близкие, да, вам подарят деньги. Такое тоже бывает. Но не более того. То есть вы должны в совокупности это все делать. Вы должны что-то делать, шевелиться, что-то создавать, что-то захотеть, к чему-то стремиться и параллельно делать эти ритуалы для того, чтобы то, что вы делаете, принесло вам доход, имущество, да. Далее. Вот как бы ведьма не работала с вами, если вы не будете постоянно усиливать свою связь с силами денег, у вас ничего не выйдет. Да, у вас будет, вам станет легче жить, у вас уйдут болезни, у вас уйдут непредвиденные расходы, у вас уйдут конфликты, много чего. Но денежный поток, денежная сила – это очень капризная сила. Не зря говорят, да, фортуна сегодня так, завтра по-другому. Денежная сила, дорогие друзья, она очень капризна и требует постоянных обновлений. Вы должны все время просить и получать. Вспомните, стучите, и отворится вам.
И приходит такой момент, когда ваша связь с силой денег настолько велика, что уже даже без ритуала вам стоит попросить, и она вам дает. Я знала случаи, когда люди писали, что они просили просто у Фортуны, у статуи Фортуны ставили благовоние и просто ее просили словами: помоги в этом вопросе или в том вопросе. Одна женщина писала, что она просила за брата, и пришла помощь. Понимаете, чем больше, чем сильнее вы связываете себя с денежной силой, тем больше вероятностей и шансов, что у вас будет быстрее и сильнее получаться эти ритуалы и просьбы, дойдут быстрее. Сегодня человек мне отправил, если помните, римский ритуал я дарила вам. Отличный ритуал, между прочим. И вот он мне написал, что Инга, вот я сделал римский ритуал, написал 100 тысяч, но получил 200. Вот как мне поступить теперь вот с этим, то есть с этой бумагой? Сжечь, что сделать? Я говорю, вообще-то она имеет силу определенную. Некоторое время держи. Как только поток остановится, сожги и сделай по новой. Так вот, дорогие друзья, вот те люди, которые вам обещают открыть денежные потоки на всю жизнь, на века, там, на тысячелетия, из поколения в поколение, чтобы шли деньги. Люди, которые вам продают какие-то денежные амулеты, талисманы, какие-то денежные там свечи и прочее, это все билиберда. Потому что невозможно открыть человеку на вечные века, на всю жизнь денежную дорогу, денежные потоки. Убрать препятствие может ведьма, убрать. А потом человек просит и получает всю жизнь. Силы демократичные, они не вмешиваются в нашу жизнь, в наш быт, пока мы их не просим. Если мы их попросили, они нам помогают. До этого времени они сами вмешиваться не будут. Потом человек двуличен. Он говорит, не в деньгах счастье, деньги с собой на тот свет не унесешь. В гроб там себе не положишь, да? Да не деньги важны, да плевать мне на эти деньги, да чихала я. Человек говорит такими словами, а потом говорит, вот в мире нет справедливости, я работаю день и ночь, а денег нету. Потому что ты, с одной стороны, презрительно выражаешься о деньгах, о денежной силе, которая одна из сильных. Вот денежная сила и сила сексуальная – это две очень сильные энергии, которые всегда требуют обновления. Ты говоришь людям, мне не деньги важны, я не ради денег делаю, всех денег не заработаешь, не самые главные деньги, не в деньгах счастье. Все время эти слова ты говоришь, отторгая эту силу. А сама подсознательно хочешь быть богатым. Понимаешь? Это лицемерие. Вселенная тебя слышит. Если ты говоришь, не в деньгах счастье для меня, мне деньги не нужны, зачем они мне нужны, деньги я с собой не унесу, она тебе не дает. Если ты говоришь, да, я хочу деньги, мне они нужны, я люблю деньги, я считаю, что деньги нужны и так далее. Ты говоришь и живешь по одному принципу, значит, твое сознание, подсознание, желания совпадают. И получается такая священная троица, мы называем. Значит, тебе это дается. Точно так же касаемо врагов. Вы при всех прилюдно говорите, Бог ему судья, я зла не держу, я не буду мстить, я не такой человек, я плохого не буду желать и так далее. А сами потом говорите, нет справедливости, он не наказывается. Так потому что вы лицемеры. Вы говорите одно, а хотите другое. Поэтому Вселенная слышит твои слова, которые ты говоришь. Я не держу зла. Я прощаю, отпускаю. Пусть будет счастлив, я не злюсь. А сама сидишь и думаешь, чтобы он сдох. Он мне там причинил боль и так далее. То есть Вселенная-то слышит те слова, которые ты произносишь, ты говоришь, это как посыл. Я на него не сержусь, не злюсь, пускай он живет, все будет хорошо. А сама жалуешься на несправедливость. Понимаете, дорогие друзья, ваши слова, ваши мысли, ваши дела должны совпадать. Потому что люди, которые заходят ко мне иногда в WhatsApp, пишут с крестами, с иконами или со словами «Аллах велик, только ему доверяю» и так далее. И пишут мне, вот, помогите мне отомстить, помогите мне там, а можно я вот, дайте мне, чтобы он сожительницу свою бросил, на мне женился. И я говорю, я иногда беру их аватар, значит, у себя сохраняю и отправляю им обратно. Они
И что? Я говорю, прочитай, что здесь написано. У тебя на аватаре написано: «Великий Аллах, помоги мне там, я только тебе верю, только по твоим стопам иду, по твоим законам живу». И ты говоришь: «А можно я вот разрушу семью, помогите мне?» Ты говоришь одно прилюдно, а сама приходишь, просишь другое. Ты лицемерка. Поэтому у тебя в жизни ничего не получается. То же самое касается с этими огромными крестами. Придут сверкать сначала. Помогите, я хочу родить от него. Жена не пускает, приворот делаете. Я говорю, а крест у тебя зачем? Со святыми иконами, божьими угодниками. Зачем он у тебя стоит вообще? Для чего ты поставил? А что, я просто вот, я верующий человек, я верующая женщина. Ты говоришь, я хочу родить от него, вот, помогите мне разрушить его семью. Верующая женщина с крестами, с иконами пришла сюда. Зачем? Лицемеришь. И вот в конце Бог тебя накажет, да ничего не будет в твоем колдовстве, меня Господь Бог сохраняет. Думаю, ну, конечно, тебя сохраняет Господь Бог, оно и видно. Поэтому у тебя жизнь говно такое. Понимаете, дорогие друзья? Итак, что касается денег. Или вы уважаете денежную силу, и вы скажите, мне нужны деньги, да, я хочу для своих детей создать, оставить, почему бы нет? Я хочу жить хорошо. Если у меня не будут деньги, как я другим помогу? Вот я помогаю приютам, я помогаю там, тут, много где. Но если я не буду иметь деньги, если я буду думать о том, что завтра кушать, так мне будет не до ваших проблем, не до ваших... Я не собираюсь и темы снимать, потому что если у меня, нет настроения, желания, я не знаю, как завтра жить, почему я должна вам что-то дарить? У меня не будет для этого времени и настроения. Согласны? Деньги нужны. Не говорите слово «деньги» зло. Деньги не зло. Зло – это когда твоя мать заболеет, а у тебя денег нет на операцию, и ты уже будешь готова идти грабить. Вот это уже будет зло, понимаете? Деньги – это добро в добрых руках. Почему это зло? Деньгами строят приюты, деньгами строят богадельни, деньгами строят больницы, деньгами делают благотворительность. Почему они зло? Это движущая энергия. Это точно так же, как зло нож. Ножом ты можешь разрезать картошку, пожарить, а можешь человека разрезать. Понимаешь? Как ты используешь эту энергию, так оно и будет. Оно будет злым в злых руках, добрым в добрых руках. Поэтому откиньте эти слова. Вы хотите хорошо жить и не понимаете, почему денежная сила вас не любит. А ваши выражения: я не в деньгах счастья, я не думаю о деньгах, вообще деньги мне вообще не нужны, зачем они нужны, и не только деньгами мы радуемся, я богата душой, но нищая, и я этим горжусь, это глупости. Ни один нищий не должен гордиться своей нищетой, он должен сесть и подумать, почему я нищий, почему я задницу не подниму, например, чего-нибудь не сделаю, не пойду, например, курсы парикмахера не закончу, и в своем селе не начну людей стричь. Копейка за копейкой, потом обо мне узнают, я больше заработаю. Почему бы не сделать этого? Почему сидеть и гордо сказать, я нищая, но богатая душой? Какой нищий богатой душой? Нет таких нищих, я не знаю. Нищие проклинают всех богатых, ненавидят их и так далее. Нищие никогда не будут богатой душой. Если человек заходит и видит, что ты хорошо живешь, он не думает о том, что ты из-за этого работаешь день и ночь. Богатство – это ответственность. Не каждый человек эту ответственность возьмет на себя. Чем богаче ты становишься, тем больше ты виднеешься. Чем больше ты отличаешься, тем больше у тебя проблем и обязанностей. Налоги плати, это оформляй, то сделай. Там свои права, извините, официально подтверди. Тут свои книги официально подтверди. Это все деньги, время, беготня, сила, воля и так далее. Не все же хотят этого, правда? Никто ж не хочет до утра, до 5:30 утра работать, как я. Но все хотят, чтобы вот было также подарки, благодарности. А откуда они придут? С воздуха они не появятся. За что-то тебе должны это сделать, сказать. Вот меняю я жизнь тысячам людям, помогаю им, объясняю им. И я и как психолог, и все такое. Мне часто, кстати, говорят, вы психолог, да? Я и психолог, а что? Не догадывались? Я ведь педагог, я закончила педагогический университет, а там есть отдельный целый курс психологии, очень тонкой психологии. Ведь мы должны понять детей, которых учим. Правда? И какая разница? Это точно... Я имею право работать и экономистом, потому что у меня историко-экономический факультет, и историком, и психологом. У меня вот эти 3 профессии, которые я вправе
применить. То есть я и как педагог-психолог могу работать. Понимаете? У нас очень широкий такой профильный был вуз. И есть сейчас. Так вот, я как психолог вам тоже говорю. Если вы говорите одно, а хотите другое, у вас не получится. У вас мысли, слова и дела должны совпадать. Хочу жить хорошо. Что для этого надо делать? Надо сесть, посмотреть. Моя профессия не дает мне возможности, значит, другое надо усвоить. А своя профессия, ничего страшного, останется. И так далее. Стремитесь к чему-то, дорогие друзья, стремитесь, захотите, и никогда не лицемерьте, что вам деньги не нужны, что вам богатство вообще не интересно. Любой женщине интересны и деньги, и богатство, хотя бы для того, чтобы своим детям оставить, чтобы твои дети с нуля не начинали. Понимаете? Все ты перетерпишь, как мы говорим, если дед стремился к богатству, разбогател, то внук будет богат, а правнук будет миллиардер. Вот так и поднимается богатство. С воздуха она не падает. За это надо жертвовать многим, за это надо очень много работать, отдавать свое время, силы и так далее, и так далее. Я почему эту лекцию вначале читаю? Для того, чтобы вы поняли, что все люди, которые вам обещают денежные потоки открыть на века и на всю жизнь, это все неправда. Невозможно никому открыть на вечные века. Ты можешь убрать препятствия, человек должен просить. Просить у этих сил. Они все умеют, не все знают, как учить человека правильно просить, чтобы получать. Вот я вам говорю. Итак, послушайте внимательно. Этот ритуал вы можете делать сами. Если у вас энергии, сил хватит, у вас получится. Если с первого раза не получается, делайте много раз, хоть несколько раз в неделю. Но оно обычно получается, в любом случае очень хорошо получается. Вот недавно я выставила колдовская монета, да, она вообще уже получилась у людей. Особенно те, которые торгуют, особенно те, у которых свои салоны красоты и прочее. Вообще клиентская база открылась и пошло. Так вот, если у вас трудный, да, скажем, момент, если у вас закрыто и никак не пробивается, тогда должна ведьма для вас провести, на ваше имя начитать, а потом вы должны провести. То есть тут есть первая часть, которая проводится. Вот эту первую часть проводит профессионал. А потом вы проводите первую и вторую часть. Но, в принципе, кому я давала этот ритуал, у всех получалось. Там были владельцы аптек, там магазинов, и так все нормально получилось, если честно. Она просто сильная. Я говорю, что я внедряю определенные слова-ключи для того, чтобы это получилось. Еще раз повторяю, алтарь – это всего лишь стол, за которым вы делаете ритуал. Какого цвета будет алтарь, это зависит от вас. То есть от ритуала, извиняюсь. Ну, здесь от вас. У меня черный цвет. Вы можете зеленый и красный положить. Значит, свечи разных цветов. Здесь ваша фантазия может играть, как хотите. Можете фортуну поставить как символ богатства, если она у вас есть. Значит, свечи разных цветов символизируют наш мир, нашу планету, разноцветную, пеструю, все энергии, все потоки, которые соединяются воедино. Это раз. Второй момент. Положите на стол драгоценности, потому что денежные потоки, дорогие друзья, когда вам показывают, вот мы вызываем денежные потоки, не могут денежные потоки вызываться одной свечой, там на какой-то непонятный там целлофан положили, или денежные потоки вызывают деньгами, богатством. Вы силы богатств должны активизировать, то есть они притягиваются на это все. Понимаете, на что притянуться, если одна свеча в соли торчит, и там вот деньги великие, там богатство, учу вас призывать. Дорогие друзья, богатство призывается богатством. Вот и все. Деньги к деньгам липнут, к денежной энергии. Некоторые говорят, у меня нету вот золота, серебра. Значит, будет в скором времени. Проводите пока без этого, пока оно у вас не получится. Купюры разного, там, ну, у меня с долларами хорошие отношения, хотя приходит в деньгах, но с долларами у меня хорошие отношения. Я то есть с долларами провожу обычно ритуалы. Чаще всего мелкие доллары лучше, потому что оно должно идти в рост. Значит, вода как источник силы, энергии, потоков мировых, да? Вот такой алтарь вы можете, как ваша фантазия позволяет, так и сделать, так и подготовить. Читать нужно 6 раз. Потом, то есть читаете вы это все, кидая монету сюда, в эту чашу с водой.
Сколько кинете, это не важно. 5 штук, 10 штук, 20 штук. Значит, кинули эти монеты. После, вторая часть, идете, умываете лицо, говорите вторую часть, не выливайте воду. Всей этой водой нужно умыть лицо, руки. В общем, а потом вытащите эти монеты. Можете носить с собой, в принципе. Можете положить в кошелек, можете положить дома где-нибудь, где вам удобно. Вот эти все монеты, которые туда кинули. В следующий раз, когда будете делать точно так же, этими же монетами можете воспользоваться. Если эти монеты потратите, поток не остановится. Это не имеет никакого особого значения. Просто монеты, как символ этого ритуала, можете оставить у себя. Трата, я имею в виду, что не сразу пойти потратите, а со временем, если оно потратится, это не страшно, этот поток не остановится. Вам нужно время от времени это делать, активизировать денежный поток. Вот так и открывается. Вот я вас уверяю, спросите любого, кто вам обещает денежные потоки открыть. Примерно, вот скажите, примерно можно вот приблизительно узнать, как вы это будете делать, что надо читать, что вы будете читать. Они вам, если скажут, вот плюньте мне в лицо, ни хера не скажут. Они не знают этого всего. Просто оно заманчиво звучит, понимаете? Открывай денежные потоки и так далее. Придите, народ, вот подешевле сделаю. Все такое. Вы сами можете этот поток открыть, если у вас нету особых препятствий. Опять же говорю, у кого не получается? Не получается у тех людей, которые очень порчены и закрыты полностью. Но даже у них в какой-то мере получается. И так начали. Вот так кидаем и читаем. Я сейчас не все время буду кидать, мне, чтобы не отвлекаться. О, стекайтесь, реки воедино, реки богатства, с юга, запада, севера и востока. Открываю я именем Вышнего все истоки богатства и призываю их стекаться ко мне. Придите на мой зов денежные силы, примите жертву мою, возрадуйтесь моему призыву. Пусть стекаются вместе реки золота и серебра, реки масла и меда, алмазные реки, стекайтесь воедино. Именем Вышнего я призываю богатству стекаться ко мне. О, пусть я стану главой богатства. Не покидай меня, устроитель, держатель и поддерживатель. Да будет со мною щедрость мироздания. О, стекайтесь золотые реки воедино, реки меда и масла, алмазные потоки. Стекайся, река богатства, ко мне. Откройтесь денежные истоки. Оживись, 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 сила денежная и поток денежный. Через силу магии и моим могучим заклинанием Вселенная, услышь меня, и силы вселенские придут в движение, и откроется денежный поток. Озолоти меня, обогати меня, и да будет поток денег стекаться ко мне. Истинно так. Потом берете, вот сколько вы начитали, с этим уносите, в ванную идете. Значит, прочитать нужно столько, сколько я вам сказала. Потом идете в ванную, начинаете мыть лицо, и опять же читайте много раз. Вот пока умываете лицо, руки, читайте и читайте. Капля за каплей в деньги превращаются и ко мне липнут. Вода на мне, денежный поток ко мне. Истинно так. Заклинаю. Вы знаете, что Яна, как только освобождается, она сразу же печатает, то есть подробно все это пишет под роликами, поэтому имейте терпение, и она напечатает. Если нет возможности, значит, вы сами можете вполне прекрасно взять и, скажем так, записать это все и пользоваться. Делайте это иногда, время от времени. Это вам поможет открывать денежные потоки. Денежных ритуалов много не бывает, дорогие друзья. Кому-то подходит одно, кому-то второе, кому-то третье, кому-то все подходит. В любом случае, я их вам дарю для того, чтобы каждый человек не оставался незамеченным, чтобы дошло до каждого человека и помогало в его деле. И еще хочу вам сказать, еще раз запомните,
Не лицемерьте перед Вселенной, будьте честны. Тогда Вселенная вам будет давать то, что вы просите. Хотите денег, так и говорите. Я хочу денег, я хочу жить в богатстве. То есть в богатстве. Что это было? Кто-то тут пролетел. Обалдеть. Прям круг сделал. Так вот, хочу денег, хочу богатства. Я хочу хорошо жить. Да, я хочу жить хорошо, я хочу к этому идти. И не стесняюсь этого, и все это нормально, и это прекрасно. И тогда вам будет даваться. Если вы отрицаете денежную силу, если вы говорите по-другому, что они вам не нужны, и зачем оно вам надо, и не для этого вы стремитесь и так далее, то оно вам и не дается. Откройтесь перед собой и поймите, где вы совершаете ошибку. Деньги приходят много, заслуженно, будут всегда. Вот ваша мантра. А не вот: ой, я не могу, мне... И вообще выкиньте из лексикона это слово «денег нету». Вы ставите себе вот просто печать. Вы реально печатаете вот такую, знаете, программу, ставите себе «нету» и все. Деньги есть, где-то есть мои деньги. Просто они должны ко мне прийти скоро. Мои деньги где-то есть. Я знаю, я уверена в этом. Вот так. Любите деньги, тогда они вас полюбят. Если вы их не любите, почему они должны вас любить? Согласны? Пересмотрите себя и поймете, почему вы не можете заработать. Пересмотрите. Все люди, которые любят деньги и открыто говорят об этом, деньги к ним идут. Всем удачи!